Всем привет! Сегодня собрался поплавать. Стартовать буду вот здесь. И туда, и поплыл, и там по камышам пойду. Туда, наверное, схожу, потом вернусь. Короче, будем смотреть. Ветер сегодня вообще-то писали западный, но это явно южный опять. Херово. Но может вечером будет другая ситуация, потому как может вечером успокоится погода, а может и не успокоится. То, что я сейчас вижу, конечно, херня. Пока не приехал сюда, было солнышко. Водичка супер. Красота. Ну что ж, все, до вечера. Вот уже и закат. Решил не дожидаться полной темноты, поплавать в вечернее время и в темное, застать, так сказать, вечерний клев. Несмотря на ветер, прозрачность воды хорошая, мути поменьше, чем в прошлый раз при южном ветре. Выскакивает из кустов щучка, она небольшого размера, но мозг и рука срабатывают инстинктивно. Делаю выстрел в направлении цели и хорошо, что промахиваюсь. Сам себя бы потом ругал за то, что подстрелил такую щуку. Так что не расстраиваюсь, а наоборот радуюсь. Много малька, а за ним в траве наблюдает хищница. Двигаюсь дальше. Изначально планировал плыть влево по руслу, но что-то меня повело вправо и решил сделать кружок, а потом по темноте пойти влево, по более глубоким местам. Заглядываю в камыши, может попадется какой-то карасик. Замечаю еще одну уходящую от меня зубатку. Все-таки возле камыша замечаю карасика. Далековато от меня, но все же делаю косоглазый выстрел. Как говорится, в молоко. Карасик уходит, а я плыву дальше искать. Встречаю еще карасика. Он бесстрашный, смотрит на меня и не уходит. Видать, понимает, что он на трофей не тянет и чувствует себя вполне безопасно. Тут же недалеко встречаю двух мелких щупачков. В травке прячется окушок. Снова выходит щучка, пока встречается только мелочь. Доплыл до сужения, рыбы больше не встречалось. Развернулся, уже стало более темно, без фонарика уже никак. Встречаю целую стаю щук, все мелкие, только рассматриваю, не стреляю.
Заплыл в заводь, где днем постоянно встречались карасики, но вечером их тут не оказалось. Только один окушок на коряжечке засел, и все. Начали выползать крабики. Представьте, какие они вкусные. Если понимать, что за одного такого незаконно добытого вы заплатите штраф в размере 3300 гривен. Камчатский краб в магазине стоит намного дешевле. Снова встречаю пару небольших щучек. Батарейка на камере у меня села, я решил вылезти на берег, поменять батарейку, а также поставить на фонарь красный фильтр. Давно хотел испытать, рыбы не особо много, стреляю мало, поэтому самое, наверное, время. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот так это выглядит под водой. Первой встречается мне стайка бубыриков, а также небольшая щучка. Пытаюсь светить поближе, чтобы посмотреть реакцию рыбы, будет ли она текать или нет. Эта щука не показатель, она стояла ко мне жопой, ей было все равно, какой свет у меня фонаря. Наконец встретил первую жертву, свечу прям в нее, максимально близко. Щука стоит, не поймет, наверное, думает, дурачок с фонарем какой-то пристал. Или может действительно она не замечает красный свет. Что вы скажете по этому поводу? Пробовали ли вы такие фильтра на фонари? Здесь я немного в редакторе уже подкорректировал цвет, потому как с красным совсем глазам печально смотреть. Думаю, так будет получше. Реакция малька пока неоднозначная, не могу понять, чего они боятся больше, света или шума, который я издаю. Встречаю щучку. Пытаюсь тоже подойти максимально к ней близко, посветить ей в глазы, посмотреть, как она будет реагировать. Но она как-то даже не особо реагирует. Интересно, неужели все-таки красный фонарь как-то работает? Ну и уходит она из-за того, что я дернулся. Замечаю движение в траве. Карасик там роется. Решаю его взять. Жду, пока он выйдет на позицию для удобного выстрела. И делаю выстрел. Пытаюсь вам все снять, показать рыбу, чтобы вы больше меня не ругали за то, что я не показываю. Встречаю пару солнечных окушков, и как ни странно, они не текают. От белого света они бы уже давно сдрыснули, а здесь они стоят и им как-то все равно. На окунях проверять красный фонарь бессмысленно, они и на белый особо не реагируют. Решил взять на тараньку, но криворукость сработала, все в порядке. Для окуня эта встреча оказалась удачной. Встретилась щучка, но она отреагировала как стандартная щука и сделала рывок. В общем, она отошла, но чуть позже я ее опять встретил. Какая-то она нервная, хоть стрелять я ее и не собирался. Ну, в общем, она ушла. Наверное, на нее фонарь как-то не подействовал. Или я сильно шумел. Ну и, наконец, встреча этого вечера. Заметил под камышами щуку. Она была довольно приличного размера. Стрелять я ее не захотел сдалека. Решил подплыть. Тем более она как-то смирно стояла. Пришлось поднырнуть к ней и сделать выстрел. Выстрел получился четкий. И я ее сразу пригвоздил. Тихонько отплываю, смотрю внимательно, точно ли я ее
забомбил, чтобы она не сорвалась. Аккуратненько пытаюсь вытащить. И тут полные подводные штаны радости. Высовывается вот такая тушка. Весом она была 1,5 килограмма дома уже, когда взвесил. Для этих мест это, конечно, очень хороший экземпляр. Никогда здесь ничего подобного не встречалось и не ловилось. Показываю вам. Думаю, эта щучка достойна лайка. Уже полностью доволен. Двигаюсь дальше. Встречаю карасика на жареху. Но карась так не думает. И я промахиваюсь. Демонстрирую вам еще один шикарный промах. Видать, рыбы мне уже достаточно, поэтому руки крюки. Щука это, конечно, хорошо, а карасика пожарить все-таки хочется. И тут как раз такой экземпляр нарисовался. Карась тут небольшой, как раз такого размера, чтобы пожарить. Небольшой, но очень вкусный. Подплыл к корягам. Особо рыбы здесь не встречал. Но замечаю вверху, прям возле самой кромки воды, карася. И решаю его взять. Карасик стандартный, ничего необычного. Заметил на дне щучку, ее на видео, к сожалению, не особо видно. В принципе, размер такой стреляемый. Решил взять, но мое решил еще не значит взять. И щука уходит по своим делам. Переплыл на другую сторону, уже держу курс домой. Здесь начала встречаться опять мелкая щучка. Не трогаю ее. Еще один неплохой экземпляр щучки встречаю, но он будет неплохой, наверное, в следующий раз. Видать, я уже подустал и шотить стал, куда попало, только не в рыбу. Аплодисменты чемпиону мимо, а мы плывем дальше. А этот карасик, ну прям сам просился на кукан, и делаю выстрел и добываю еще маленького карасика. Замечаю щучку, уже не доверяю своим глазам, рукам, подплываю поближе, чтобы наверняка взять, делаю выстрел и добываю еще одну щучку неплохую. Видно, как она пыталась увернуться, и, видать, из-за этого я в нее и попал. На этом, собственно, вся подводная охота и закончилась. Больше другой рыбы я уже не встречал по пути. Оттестировал красный фонарь. Что вы скажете по этому поводу? Имеет ли место быть такому? Реально ли рыба как-то реагирует на него по-другому? Или это все просто сказки? Единственное, что могу отметить, это то, что вас меньше заметно, когда вы плаваете с красным фонарем. Так как если даже в небо посветить, то луча света, собственно, и не видно. Так что, если хотите остаться незамеченными, в принципе, можно использовать такой вариант. Вот такой улов на сегодня у меня получился. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте подводные лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. До скорого видео. Всем успехов. Пока-пока.